Привет, гости канала и уважаемые подписчики Китай-город. На нашем канале есть обзоры светомузыкальных приборов, только в нескольких из них есть обзор того, через что я, собственно, управляю светомузыкой. Хотел поделиться с вами своими заказами с AliExpress. Заказал DMX провода для управления светом с компьютера и беспроводные передатчик и приемник, чтобы управлять светомузыкой на расстоянии, и при этом не нужно было тянуть кабель до стойки со световыми приборами. Так, начну, пожалуй, с проводов. Заказал на AliExpress 4 провода DMX, 3 из них длиной 2 метра и один длиной 1 метр. Но мне так требовалось по моей коммутации, да, между приборами на стойке. Провода все пришли отличного качества. Вот вы можете видеть разъемы, да, мама и папа, соответственно. А защелки, все в порядке, все работает. А цвет я выбрал черный. Там, насколько я помню, были вариации с другими цветами. Провода хорошего качества, 3 провода обошлись мне всего $20, да, если на русские деньги переводить, то где-то 1200 рублей. У продавца также есть провода длиной от полуметра и, по-моему, максимально там 5-метровой длины. Провода пришли вот в такой упаковке, герметичной, в принципе, вот как вы видите, я даже в них до сих пор и перевожу некоторые, которые реже используются, провода. Видите, 2 метра, сертификация и какие-то заводские номера производителя. Для того, чтобы управлять светом с компьютера, я использую программы Freestyler либо QLC+. Ссылки на скачивание программы оставлю под видео. Ссылки, где приобрел провода, также будут там. Вы сможете найти, перейти, например, если вам нужно, купить. Для того, чтобы управлять светомузыкой дистанционно, я приобрел вот такие вот передатчик и приемник. И там же на AliExpress, ссылку оставлю, вот с черным конечником это у нас передатчик, блестящий, это, соответственно, приемник. То есть я могу вот этот включить в интерфейс DMX, который у меня выходит из компьютера, USB DMX, где покупал, также будет ссылка. И на расстоянии, ну, я испытывал метров, наверное, на 80 максимум, и то, наверное, меньше, но на открытой дистанции. Вообще производитель заявляет, что до 200 метров сигнал будет устойчиво приниматься. У меня на 60 метрах все было стабильно, отлично, то есть никаких сбоев. Поэтому я очень доволен покупкой. В комплекте с передатчиком приемником идут блоки питания для них, которые нужно будет подключить. Остальное все вы можете ставить стойку с световыми приборами на большом удалении от себя, и до них не нужно будет вести длинный кабель DMX, что также позволяет исключить какие-то потери в сигнале, да, мерцание приборов и так далее. Так, давайте подключим, покажу, как приборы выглядят во включенном состоянии. Итак, подключил к сети 220 вольт. И вот вы видите, что и на передатчике, и на приемнике загорелись красные светодиоды, которые символизируют то, что прибор подключен к розетке и его можно использовать. Как только вы подключаете прибор к интерфейсу DMX, пошел сигнал DMX на передатчик, он начинает моргать красным. Это значит, что есть сигнал, и сигнал передается. Если вы приобрели несколько передатчиков и приемников одинаковых для того, чтобы управлять более чем 512 каналов, да, то есть создаете несколько вселенных световых приборов. Например, на одном приборе 512 каналов заняты прожекторами, на другом еще несколько там вращающимися головами и так далее. Чтобы передатчики и приемник не наводили друг на друга какие-то помехи, здесь есть кнопка переключения вселенных. Переключение характеризуется каждое своим цветом, да? Вот если мы переключаем, зеленый — это вторая вселенная, желтый — третья вселенная, синий — четвертая, фиолетовый — пятая, голубой — шестая и белый — седьмая. То есть подключаете также и передатчик, и приемник на схожую по цвету вселенную, да, вот, например, это будет синяя. И тогда этот передатчик и все приемники будут видеть именно этот передатчик, на которых настроен также синий цвет. Поэтому, если вы купили несколько передатчиков приемников, то можно управлять там, вплоть до 512 умножить на 7, да, это там 3500 каналов DMX. Вот, поэтому очень удобно, никаких наводок, никаких помех. Но у меня не так много там мобильной светомузыки, поэтому
Мне хватает, вот я ставлю на самый первый, на красный, и использую всегда с красным. Чтобы подключить передатчик и приемник, вот, допустим, у нас этот провод будет выходить из интерфейса USB DMX компьютера. Здесь у нас будет выходить мама, да? С моего интерфейса выходит разъем мама, выходит выходной провод, мы подключаем к передатчику и кладу его просто где-то рядом с компьютером. Сигнал, получается, пошел на передатчик другим проводом, который уже коммутирует световые приборы на стойке. Мы подключаем, вот здесь уже, соответственно, будет разъем папа, и мы подключаем на стойке уже интерфейс к проводу, чтобы коммутировать непосредственно световые приборы. Этот конец уже включаем во вход DMX первого из приборов. Далее вот этими проводами, которые я приобрел, соединяя каждый прибор друг с другом последовательно. Ну и, соответственно, я с компьютера могу на расстоянии управлять каждым из этих приборов отдельно, либо группами приборов все вместе. Повторюсь, где приобретал передатчики, провода и интерфейс DMX, есть под другими видео, но под этим видео как раз таки оставлю более подробно все ссылки на более дешевые, может быть, варианты. Но опять же укажу, где брал конкретно эти, потому что они по качеству меня вполне устраивают, все хорошо, стабильно работает. Вот, код тоже доволен. Вот я собрал для вас небольшую инсталляцию того, как это выглядит у меня. На примере одной вращающейся головы покажу, как я управляю посредством вот этого беспроводного подключения своими световыми приборами. Вот вы видите, я запустил на ноутбуке программу QLC+, подключил передатчик к интерфейсу DMX. Такая вот коробочка, которая передает сигнал с USB непосредственно на сам передатчик. Вот видите, передатчик замигал красным. После подключения, да, то есть когда запустили уже программу, он начинает мигать красным. Приемник мигает зеленым светом, несмотря на то, что на какую он настроен вселенную, всегда вот мигающий зеленый свет на приемнике означает, что он получает сигнал в своей вселенной от нужного передатчика. Да, вот сейчас вы видите, что сигнал присутствует. Подключим приемник к самой вращающейся голове, вставили DMX in в голову. Вот вы видите, что она опустилась, да, после подключения. Так, давайте поуправляем, попробуем. Я выбираю режим, например, синей заливки. Запускаем QLC. Синей заливки. Вот вы видите, голова, выбираю синий свет и использую вращающийся гоба. Обзор этих голов у меня есть в другом видео. Ссылку на видео и на сами головы также могу оставить под этим обзором. Вот, давайте выберем что-нибудь другое, попробуем. Например, зеленую заливку. Вот вы видите, что голова переключается на зеленый свет, то есть сигнал проходит без подключения провода. Да? Конечно, на такой дистанции прибор легче соединить непосредственно кабелем DMX, наверное, да? Не нужно использовать еще две розетки для приемника передатчика. Но, опять же, повторюсь, на удалении, даже уже метрах от 5, куда проще, причем можно будет свободно двигать стойку со светом, там, либо размещать где-то свет, и на любое удаление, там, до приемлемых каких-то метров. Да. Так, давайте что-нибудь попробуем динамичное. Например, зеленую заливку, да, и какой-то рисунок. Вот вы видите, что голова исправно повторяет контуры, которые я прописывал в программе. Выберем другой рисунок. Выберем смену цветов. Голова меняет цвета и вращается. Сейчас я выбрал круг. Поэтому все работает. Если подсоединять приборы там последовательно, параллельно, тоже никаких помех нет. А обычно, когда
длинная цепь DMX, используется в конце цепи заглушка с резистором, да, чтобы сигнал лишний там, убирать помехи. Но у меня не так много приборов на данный момент, поэтому без заглушки все работает хорошо. Голова встала в свое исходное положение. Сразу хочу показать еще пару штуковин. Вот, в первую очередь мышку купил где-то месяцев 5 назад. Отличная мышь, беспроводная, по Wi-Fi 2,4 ГГц. Отлично ловит сигнал, регулируется чувствительность. Очень приятный soft-touch пластик. И стоит действительно там какие-то копейки, я выложу ссылку. Также хотел показать вам USB хаб, который приобрел на AliExpress на 7 входов USB. Поддерживается USB 3.0, но у меня ноутбук этот не поддерживает 3.0, поэтому использую 2.0. Вот включается, выключаются все розетки. На данный момент у меня подключена беспроводная мышь, USB DMX интерфейс и 2 разъема для охлаждающей подставки ноутбука. Нет никаких потерь, какое бы это устройство ни было, там принтер, да, мышь, все всегда стабильно работает. Вот видите, по DMX передает сигнал, и все это питается от одного порта ноутбука. Также USB хаб шел со своим питанием от розетки. Ну, это нужно, если, например, ноутбук выключен, вам нужно зарядить там телефоны, да, 1-2, я думаю, такое питание потянет. Если мы сейчас подключим питание к этому хабу, в принципе, ничего не изменится, но по мощности USB ноутбука дает больше питания, чем вот этот вот адаптер питания, который шел в комплекте. Также заодно сразу могу показать вот охлаждающую подставку, которую купил где-то уже год назад. До сих пор все исправно работает. Поверхность, вот вы видите, 5 вентиляторов, один большой в середине и 4 по углам. Поверхность действительно всегда очень холодная, достойно охлаждает ноутбук. У меня этот ноутбук Hewlett Packard, оно реально печка. И вот с этой подставкой можно работать там любое мероприятие по длительности, да, и все всегда хорошо работают. Сзади 2 включения, одно для 4 маленьких вентиляторов и одно для центрального большого вентилятора. От того же хаба USB-шного вот такая подставка, ссылку тоже могу оставить, я думаю, кому-нибудь пригодится. Шумит слабо, охлаждает действительно достойно. Я сразу покажу вам свое недавнее приобретение. У меня ноутбук из Соединенных Штатов, Hewlett Packard вот этот. И изначально на нем не было российской клавиатуры. Сначала я использовал из магазина прозрачные наклеечки. Все они уже немножко подистерлись. И я увидел на AliExpress светящуюся российскую клавиатуру. Вот вы видите, что казахские символы кое-где, но это меня не смущает. В принципе, я знаю, где какая клавиша расположена. Светится в темноте, что очень удобно для мобильных диджеев, либо вообще просто для работы в темное время суток. Когда, например, в зале выключается свет, не нужно никаких фонариков подключать. Даже если есть фонарик, то первые несколько секунд клавиша всегда видно. Я могу продемонстрировать, как это все смотрится в темноте. В темноте это смотрится примерно вот так, да, но сейчас не сильно затемнил. Но вот в принципе вы видите, что все клавиши видно хорошо. Даже по сути при каком-то там остаточном дневном свете, да? Стоит вообще копейки, поэтому если вам нужно, покупайте смело. В темноте это все работает, вот вы видите при близком приближении. Покажу вам вот такую маленькую USB звуковую карту, которую также приобрел в Китае. Цвет, конечно, не очень мне понравился, но все остальное, в принципе, соответствует заявленным требованиям. Да, вот здесь вы видите мини-USB разъем для подключения к ноутбуку. С обратной стороны на звуковой карте присутствует вход для микрофона, оптический вход и выходы, линейный вход и на звуковую систему 5.1 выходы. Да? Я использую звуковую карту только на фронт-аут на мероприятиях. Сейчас расскажу зачем. На примере вот этого пульта Behringer. Один вход стереоканала мы подключаем, например, к ноутбуку, чтобы управлять одним из проигрывателей, да, и вот этим каналом, соответственно, там выводим main, и вот этим каналом управляем, например, одним из проигрывателей, либо одной из вертушек, там правый, левый, либо там третий, четвертый, со звуковой карты, встроенной с ноутбука. Второй стереоканал мы через USB подключаем к этой звуковой карте. Соответственно, отсюда USB шнурок на ноутбук.
И второй вертушкой, либо там отдельным проигрывателем, мы уже будем управлять с вот этого фейдера. Соответственно, можно, например, на одной вертушке держать какие-то отбивки, либо в одном из проигрывателей, на втором фоновую музыку, да, то есть на каком-то интерактиве, если нужно резкие звуки вставлять. Один фейдер мы выводим на фоновый звук, на подложку и так далее. Вторым фейдером, когда нужно, включаем и отключаем какие-то фоновые звуки. В комплекте шли драйвера на маленьком, на мини-диске. Соответственно, выбираем в проигрывателе, какую звуковую карту мы на нем используем. И таким образом, как на радиоэфире, несколькими фейдерами управляем несколькими звуковыми потоками, что также очень удобно. Стоит эта звуковая карта также очень недорого, ссылку оставлю под видео. А применение для нее можно найти большое в нашей работе. Также с этой звуковой карты можно, например, управлять звуком видеоряда, который вы показываете на проекторе. Ну и в принципе можно много применений найти, поэтому за небольшие деньги качество достойное, то есть никаких шумов посторонних ничего нет, поэтому можете использовать такой вот небольшой лайфхак в своей работе. Большое спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы по коммутации, спрашивайте, пожалуйста, в комментариях. Буду рад вашим лайкам, подписывайтесь на канал. Впереди расскажу еще много всего интересного. На подходе у меня еще несколько световых приборов. Большое спасибо за просмотр и до встречи, всего доброго.